Всем привет! Сегодня мы будем делать первую часть чайного домика. Так как нужно было выставлять уже ролик, но я весь не успела, решила разделить его на две части. Смотрите, я взяла донышко из ДВП, степлером строительным прикрепила стоечки по кругу полностью. Между стоечками у меня где-то сантиметр, где-то 1,2. Теперь начинаем плетение. Первый ряд мы будем оплетать веревочкой из 3. Если кто-то не знает, как стоечки крепить к ДВП, посмотрите у меня в предыдущих роликах, где-то есть, как я подробно рассказываю, как это сделать. Проплетаем один ряд веревочкой из 3. На углах я подставлю 3 стоечки, не одну, а 3. Сейчас я проплету немножко, и после этого я уже их подставлю. Эти 3 стоечки сверху обычным малярным скотчем я слегка их прихвачу, чтобы они у меня никуда не выпрыгивали, не выскакивали, держались крепко, ровно. Берем сухие стоечки. И вот сюда вот по бокам мы их добавляем. Одну и вторую. И так мы делаем на каждый угол. Сейчас они пока еще не прикреплены, поэтому выпадают. Не хотят ставиться. Так, вот здесь сверху я потом не показала, но сейчас вот прищепочкой, а потом малярным скотчем слегка прихвачу, и все. И будут не крепко держаться. Обязательно помечаем первую стоечку, с которой вы начинаете, чтобы потом не путаться. И в этом месте всегда заканчиваем плетение. Плетем веревочку из 3. Продолжаем плетение. Пару слов хочу сказать про онлайн-школу. Кто новичкам, кто хочет научиться плести с нуля, пожалуйста, будет ссылка в комментариях, в первом комментарии сразу. Посмотрите ссылку, там будут все подробности про онлайн-школу. Кому захочется, тот пишет мне в личку абсолютно в любой соцсети, в которой вы меня найдете. Ссылки есть под роликом в описании. Или просто в гугле можно меня ввести Рукоделкин Лена, и выйду я в любой соцсети. И там можно будет записаться в нашу онлайн-школу. А мы продолжаем. Веревочку из 3 мы заканчиваем. Подошли мы к первой стоечке, через 2 за 3. Следующую также. И последняя должна зайти за помеченную стойку, за самую первую, с которой мы начинали. Теперь плетем дальше. Одна тут трубочка явно у нас будет лишняя. Плетем ситцевым плетением вдогонку. Проплетаю сначала первый ряд. Можно, в принципе, сразу плести 2 ряда. Если вы знаете, что у вас четное количество стоек, значит плетем ситцевым плетением вдогонку 2 трубочками. Если у вас нечетное количество трубочек, стоечек, значит плетем одной трубочкой, остальные убираем по кругу. Проплетаем быстренько первый рядочек. Почему я не делаю отверстия для чайных пакетиков? Это будет во второй части, там вы все увидите. Пока плетем так. Одну стоечку, как я говорила, будет лишняя, мы ее обрезаем, трубочку. И плетем второй ряд и третий вдогонку. Сразу 2 трубочками. Это и есть, называется вдогонку. Кто не знает, как плести, если хотите, есть плейлист для новичков. Там есть уроки по ситцевому и не только. Теперь мы подошли к месту, где можно сделать уже наши окошки. Примерно разметили, где оно у вас будет, и плетем в обратную сторону. Вторая трубочка пока остается так.
А мы берем следующую. Тут я тоже хочу сделать окошко сбоку. Поэтому смотрите, что у нас получается, так как у нас 2 трубочки. Если у вас одна трубочка, значит плетете сначала одной трубочкой одну стеночку, потом подсоединяете и плетете второй уголочек, или сколько у вас их будет. Так как у меня получилось 2 трубочки, я плету, смотрите, на разворот. И вот оно, наше окошко вырисовалось. Вот одно окошко, сбоку будет второе. Получается, я этот угол плету одной трубочкой, а второй угол по периметру у меня будет другой трубочкой. Проплетаем столько рядов, сколько вы хотите для своего окошка. Проплетаем их вверх. Я пока это оставила, потом доплету. Беру следующую трубочку. Вот наше окошко. И здесь будет окошко. И я плету до второго окошка своего. Здесь у меня будет дверь сбоку. Еще хотела сказать, что идею я эту увидела у Светланы Кащенко в Инстаграме. У нее домики немножко не такие, но очень красивые. Я вдохновилась и решила сплести по-своему, немного изменив свой домик. У нас будет еще патина сверху, и будет, я думаю, такой под старину домик хочу сделать. Смотрите, когда мы проплели вот один угол, как я говорила, и с другой стороны второй, получилось сбоку у меня тоже такое вот большое окно. Теперь я разворачиваю, чтобы у нас ровное количество рядков. У меня с той стороны 9 и с этой стороны 9. Теперь мы плетем по верху, пока мы трубочки наши ничего с ними не делаем, потом мы их уберем. Стоечки, я имею в виду вот эти 2. Проплетаем дальше просто и продолжаем плетение, как мы плели в самом начале. Просто плетем по кругу нашими 2 трубочками. Проплетаем несколько рядочков и будем переходить на возвышение одной стенки. Укороченные ряды будем делать. На задней стороне, где у меня ничего нет, у меня там первая стоечка вот помеченная. Я с нее начинала плетение, туда я должна и прийти. Не забывайте про этот момент, иначе у вас перекосит ваши изделия, вашу работу. После того, как вы проплели несколько рядков, мы теперь будем разворот делать. Будем делать укороченные рядочки. Одну разворачиваем верхнюю сверху и следующую. Вот видно у меня малярный скотч, кстати, на тройных стоечках боковых, угловых. Развернули наше плетение и плетем в обратную сторону нашим ситцевым плетением вдогонку. Если у вас одна трубочка, это еще проще. Просто подходите к своей стоечке, разворот и пошли в обратную сторону. Доплели до следующего угла, тоже также заходим. Так, смотрим дальше. Смотрите, верхняя трубочка заворот. Смотрите, чтобы у вас верхняя и нижняя не перекрещивались, не путайте их местами. Как они шли, так и шли. Сначала делаем верхнюю, потом нижнюю.
Все осторожно поправляем. Не забывайте делиться в соцсетях роликами, это очень помогает каналу. И плетем в обратную сторону. Проплетаем также еще один рядочек. Теперь мы делаем, смотрите, вот у нас был первый разворот, теперь мы делаем следующий разворот на следующих стоечках, чтобы он получился плавный у нас. Там мы раз, два стоечку, теперь 3-4 и плетем в обратную сторону. И с другой стороны делаем то же самое. Учимся плести в обе стороны. И справа налево, и слева направо. Это вам поможет потом в будущем при плетении, потому что очень часто плетение разворачивается и плетется в обратку. Здесь мы проделываем то же самое, что и там. Также разворачиваем сначала одну, потом вторую. И плетем в обратную сторону. Если нужно, делаем еще также следующий ряд. Я больше не стала делать, мне этого было достаточно. Вы смотрите сами, как вам удобно будет делать. После чего мы подошли к нашей первой стоечке, как я всегда говорю. Вот мы вывели 2 и заводим третью. И проплетаю веревочку из 3. И на этом сегодняшний урок заканчивается, и будет продолжение, как я и сказала. Там мы сделаем все остальное. Проплетаем по кругу веревочку из 3, осторожно все поправляем. Вот хорошо видно мой скотч, который я говорила. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть, когда будут новые ролики. Делитесь в соцсетях, это очень помогает моему каналу. Пишите комментарии, все вопросы, которые вас интересуют. Всем творческих успехов и увидимся в следующих роликах.